падение, да, в мир животных. Да, то есть основная угроза состоит в чем? Душа вместо того, чтобы двигаться из одного воплощения в другое вверх, да, и по уровням развития, и по позитивности, и по покровительству, и где она пребывает между воплощениями, душа движется в противоположную сторону, вниз. Да, это основной угрозы для души человека. И наша задача, разумеется, сделать то, что в наших силах по предотвращению данной ситуации. В каждом случае есть свои причины. Сегодня мы рассматриваем именно падение в мир животных. То есть что здесь в целом есть мы сказать? Да, как и предыдущие темы, это одно из самых таких серьезных наказаний. Конечно, поменьше, чем там, в минералы или в ады, да, но тоже приличное наказание, приличное по срокам. Ну, в мир животных может быть поменьше, чем в минералы, да, но все равно это могут быть десятки или там сотни лет. Можно и побольше задержаться, да, если двойки получать и на этом уровне. Это тоже приличный уровень разборки души, там примерно наполовину. Да, чем глубже человек погружается, тем больше нужно его разбирать на запчасти. Да. Мир животных все-таки поближе, чем людям поближе, но все равно это приличная разборка. Удовольствий мало, из-за чего, собственно, люди попадают в эту ситуацию. Да, основных причин несколько, ну, по крайней мере, номер один. Человек себя ведет как животное. Да, вот эти программки ключевые мы рассмотрим с вами сегодня подробнее. Но кроме этого есть другие причины. Это для наработки определенных качеств, которые и даже в мире животных есть, а у человека этого нет. Да, ну, предположим, там, радость, доброжелательность, где нарабатывается, да? Надеюсь, все догадываются, прекрасно понимают. У собачек замечательно радоваться хозяину, хвостиком вилять, улыбаться постоянно при каждой встрече. У кого этого не хватает, есть шанс. Да, лентяи, значит, существа работоспособные, которые не могут сидеть на месте, там, типа землероечка, да, задержалась на 2 минутки, ну, я грубо говоря, и умерла от голода, да. Поэтому бегать, хватать есть, бегать, хватать есть, да. В каждом случае свое. Есть еще такая причина, как борьба с Богом или то, что человек не ценит, то, что он человек, существо-то неблагодарное. Да, поэтому те, кто не ценит жизнь человека, да, возможности там, опять же, развиваться, там, общаться, творить, ну, имеют шанс тоже оказаться в мире животных. Там не нужно творить, созидать. Там нужно просто как бы, ну, что такое животное? Чувство голода есть, пошел поел. Наелся, пошел поспал. Да, есть возможность там попрыгать, поиграться, попрыгал, поигрался. Ну, вот весь жизненный сценарий. Я немножко огрубляю. Первые 2 программы. Первый блок у нас идет по целям, второй блок у нас идет по реакциям. По целям. 2 основные цели – выживание и продолжение рода. Для человека, для животного они выглядят качественно по-разному. Да, ну, первая программа, да, главное выживание. Не то, что не нужно выживать, а то, что это главное. Да, и вторая – главное продолжение рода, и то, что не нужно продолжать род. Но неправильно, что это главное. По выживанию, предположим, как выглядит у животного, ну, там неважно, косулька, антилопа, неважно, там, волк гнался, не догнал. Ура! Жизнь продолжается, хорошо. Да, там, неважно, зима, там, засуха, выжили хорошо, жизнь удалась. Да? Ну, как это выглядит для человека? Для человека это не совсем однозначно, да, предположим, 50 лет рабом или там год на вершине, 10 лет на вершине, карьера, слава, что выберет человек, ну, если это человек? Животное выберет 50 лет, неважно в каких условиях, да, жить. А для человека жизнь, она намного многограннее, да, это, скажем, сколько впечатлений ты испытал. Да, у тебя жизнь богатая, насыщенная событиями, там, общениями, чем-то новым или нет. Да, поэтому критериев для оценок на порядок больше. Твои достижения,
насколько ты поднял свой уровень, чего ты достиг, что ты испытал, какие у тебя были друзья, какие у тебя были там взаимоотношения по личной жизни. У животного это по большому счету нет. Есть инстинкты и выживать. А для человека по-другому. Ну, неплохо, конечно, пожить подольше, но более важно это качество жизни, насколько увеличен твой уровень, насколько увеличена твоя чистота, это для души, твои достижения в этой жизни. Следующая программа, главное продолжение рода. Или вы как? Просто жить, или чтобы это было, ну, насколько возможно, воспитание. Опять же, не требовать невозможное от себя, не требовать невозможное от других, но это долг человека, да? Что ты должен передать? Духовная основа. Следующие две программы, да, то, что отличает человека от животного, да, это высшее отношение к духовности, к Богу. Если взять там мир животных, ну, какие-то общаются побольше, какие-то почти вообще не общаются, ну, там, на период, да, создания там для продолжения рода встретились там, пообщались несколько минут, разбежались, да. Некоторые, да, там и на всю жизнь вместе. Но нельзя сказать, что это общение, оно такое многогранное, да. А у человека оно многогранное, да, и между людьми, и в том числе по отношению к высшим силам. И если голова на месте, то тогда человек понимает, что номер 101 – это твое отношение к высшему, да, поэтому место выживания и продолжения рода на первом месте что? Главное, да, это связь с Богом, да, потому что Он создатель, правитель, создатель этого мира, твоей души, правитель этого мира. Он определяет судьбу твоих последующих там воплощений, все остальное прочее. В программе небольшой комментарий, да, как там, что обычно говорят, чем отличаются успешные и неудачники, да? Успешные идут от цели, да, вот что ты хочешь, и под эту цель ты действуешь. Да, в данном случае цель духовная, да, чтобы благо для твоей души, чтобы в будущем все шло классно. А вторая категория неудачники, они действуют от желаний или нежеланий. Вот сейчас хочу или не хочу. Это есть основа моих решений. И они обречены. А те, кто идет к успеху, они думают о последствиях, они думают о конечной цели. И исходя из этой конечной цели, они организуют себя и свою жизнь. Да? Вот они об этом думают. У них должна быть для этого чистая совесть. Животным, ну, какие там конечные цели? Им вот сейчас. Программа вторая. Главное – бессмертие души. Это цель духовного человека. Делим две программы по целям, ну, в основном по целям. Да, если животное наелся, ну, можно и поспать, да, то у человека на первом уровне есть такое понятие, как трудолюбие. Ты создаешь благо, да, ты, да, мой долг, трудолюбие, созидание, первая программа, мой долг, трудолюбие, созидание. Ты не просто живешь, чтобы кушать, да, ты там кушаешь для того, чтобы и не просто жить, да, для того, чтобы после тебя что-то хорошее, астаграмма, да, если у человека есть вера, и с точки зрения, что правильно, с точки зрения понимания, как работают духовные законы, человеку кажется, что он что-то может скрыть, да, но моя капсула всегда со мной, то, что ты думаешь, высшие силы знают, да, если им это нужно, да, поэтому и с точки зрения понимания механизма, с точки зрения совести и духовных законов, все, что ты сделаешь неправильно, будет со временем, да, направлено против тебя. Вот человек духовный, он это понимает.